Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема: как правильно разговаривать с девушкой, техника американские горки. Ребят, мы уже рассматривали топ-6 тем для общения с девушкой в одном из блогов. Там говорили про самые универсальные, самые заходящие и при этом самые бесконфликтные темы. Культура, отношения, юмор, хобби, путешествия, дальнейшие планы. Теперь давайте обсудим техническую сторону. Как это делать, какие конкретные фишки и приемы нужно использовать. Короче, народ, если вам надоело засыпать в обнимку с плюшевым мишкой и вы хотите заменить его на девушку... На резиновую, что ли? Хорошая новость, на настоящую. Тогда погнали разбираться. Первое. Что такое техника американские горки? Поняв, как устроено внимание, мы лучше будем понимать, что и почему нравится девушке при разговоре. Конечно, внимание можно концентрировать усилием воли, но человеку намного проще воспринимать материал, если что-то по-настоящему нравится, что-то по-настоящему цепляет, вызывает эмоции. Вспомните себя на лекции по совершенно ненужному для вас предмету. А если еще и препод нудота, фу! И вспомните ощущения, когда вы смотрите наши с мистером Спичем блоги. То же самое, что сравнивать чайный гриб с Балтикой-9. В этом и кроется успех самой успешной разговорной техники, которая успешно помогает успешным мужчинам добиться успеха в успешном разговоре с женщинами. Девушки – создания чувственные. Их внимание ненавидит монотон, поэтому общение с девушками должно вызывать разнообразные эмоции. Вы, как хороший сценарист, должны интриговать ее от эпизода к эпизоду общения, катая ее по эмоциональному колесу, как по американским горкам. А ее не стошнит? От Ромео и Джульетты и кучи современных переложений не стошнило? От Титаника не стошнило? Их даже от сериала «Великолепный век» не тошнит. К тому же совсем не обязательно использовать только одну любовную тему. Я же говорю, разнообразный спектр эмоций. Можно работать в стиле комедия или приключения. Если умеренно, то даже в стиле экшен или ужасы. Сказать, что заболел СПИДом, но остаток жизни мечтаю провести вместе? Я уверяю вас, даже такой заход будет расценен лучше, чем унылое залипание в телефон. Второе. Техника американские горки в переписке. Ребят, не удивляйтесь, переписка — это тоже вид разговора, просто письменный. К тому же сейчас многие знакомятся онлайн, и уже там надо брать быка за рога. А лучше девицу за поясницу. Ищите оригинальные ходы, ломайте устоявшиеся шаблоны, не будьте как все, это ужасно скучно. И не надо бояться, что вас воспримут не так. Лучше не так, чем никак. Третье. Техника американские горки в разговоре по телефону. Ребят, смотрите, в разговоре по телефону, помимо интересного содержания, нестандартных заходов, разных там клевых словечек, американских горок можно добиваться красивым интонированием, умением выдержать паузу, можно произвести эмоциональную подстройку или даже засмеяться в нужный момент. Четвертое. Техника американские горки в живом разговоре. Работает все, что уже рассматривали, плюс разнообразие добавляет еще одна система. Ребят, многие считают, что если напротив них сидит человек, а они в это время говорят одни, это разговор. Типа их же двое, речь льется, все окей, диалог в самом разгаре. И я бы хотел сказать... Да-да, я понял, о чем ты. Продолжаем. Теперь отметим, что есть и другие, те, кто считают, что если они сидят напротив говорящего человека и все время молчат, истерически посмеиваясь, на самом деле это тоже классный разговор. Но они же дают спутнику возможность высказаться. Ты как думаешь, мистер Спич? Угу.
Конечно, в разговоре есть моменты, когда одна или другая сторона берет на себя инициативу. Но в целом разговор — это как словесный пинг-понг. Говорим, слушаем, задаем вопросы и на вопросы отвечаем. Делаем все это примерно в равной мере. Эти переключения являются важной частью техники «Американские горки». Вверх, вниз, вправо, влево, постоянные смены. Внимание не засыпает. И соседи тоже, ведь ночка будет шумная. Ребят, смотрите, при живом общении добавляется еще один инструмент коммуникации – тело. Рассмотрим его возможности отдельным пунктом. 5. Техника «Американские горки» в невербальном общении. Невербальное общение значит бессловесное. У вас приятная мимика, присутствующий взгляд, по нему видно, что вы следите за ходом беседы. Вы можете кивать как бы в подтверждение ее слов, но не превращайтесь в китайского болванчика. Так, что еще? В самых интересных моментах разговора ваше тело слегка подается вперед, ведь вы не хотите пропустить ни одну деталь, ни одно словечко ее увлекательного рассказа. Ваши жесты плавные и открытые, и вот она уже сама наклоняется ближе, и ваши губы сплетаются в страстном поцелуе. Фу! Обычно в клубок сплетаются змеи. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете о том, как правильно разговаривать с девушкой. Пишите сюда, на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе. Нам очень важно ваше мнение. Разобрали очередную важную тему, как правильно разговаривать с девушкой, техника «Американские горки». Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Первое. Определение техники «Американские горки». Второе. Техника «Американские горки» в переписке. Третье. Техника «Американские горки» в разговоре по телефону. Четвертое. Техника «Американские горки» в живом разговоре. И, наконец, пятое. Техника «Американские горки» в невербальном общении. Народ, конечно, у вас не получится применить все пройденные пункты с первого раза, но мы учимся, это нормально. Главное начать меняться и упрямо идти к своей цели. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще, мы вас ждем, а пока подписывайтесь и пальцы вверх!